Здравствуйте, я Лилия Игликова. Вы на канале Евразия-24, информационно-аналитической платформе для тех, кто думает о будущем своей страны и мира и не боится задавать вопросы. Гость нашего эфира сегодня – главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо», ведущий программы «Геоэнергетика Лайв» Борис Марцинкевич. Он на связи с нашей студией из Москвы. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Большое спасибо, что пригласили. Дело в том, что о строительстве новых энергообъектов говорится много в информационном пространстве, очень много. Об этом и информационных, и аналитических сообщений, но почему-то никто не говорит о тарифах. Вот раскладка от нашего эксперта в электроэнергетике. Он говорит, допустим, мы берем финансирование на 20 лет под 7%. Не буду перечислять всю раскладку, зачитывать. За 20 лет 100 миллиардов. Отдавать с учетом набежавших процентов придется никак не меньше двойной проектной стоимости. Итого, на электричество придется 600 миллиардов тенге или по 30 тенге за киловатт в час. Это не весь тариф, а только та его часть, которая пойдет на возврат инвестору. Добавляем сюда тариф, собственно, ТЭЦ, примерно 15 тенге за киловатт-час, и тариф на сетевые передачи, еще 10 тенге. Итого, жителям того же Кокшетау, но при условии иностранного финансирования, отопление от новенькой ТЭЦ будет стоить дороже всего раза в 1,5. Зато электроэнергия обойдется не меньше, чем по 55 тенге за киловатт-час, что вряд ли их обрадует. А еще просим заметить, у правительства в рамках политики тарифов в обмен на инвестиции планы громадные. Это и новые ТЭЦ в Семее, Усть-Каменогорске, это Балхашская АЭС, это еще 2 атомные электростанции, еще масса ВИА-сетей и прочего-прочего. И если удваиваемый за счет иностранных инвестиций тариф всякий раз бодяжить, как раз к 2030 году мы и получим двойную стоимость электроснабжения во всей национальной энергосистеме, что вряд ли обрадует весь Казахстан. Но я прошу прокомментировать это. Думаю, что вы согласитесь с такой раскладкой. Трудно не соглашаться. Мы находимся абсолютно в равных условиях. В России утверждена генеральная схема размещения объектов генерации на период до 2042 года. Минимальный объем инвестирования, который необходим, около 40 триллионов рублей. Первое повышение тарифа на 10% состоялось 2 недели назад. Министерство энергетики России говорит о том, что тарифы – это прекрасный источник для решения всех проблем энергосетевого комплекса. Если мы хотим продолжать соблюдать навязанные нам рыночные правила, никуда мы не денемся, у нас тарифы будут удваиваться и утраиваться. Если целью работы электростанции является извлечение прибыли, ничего другого быть не может. А как иначе? Иначе надо возвращаться к той практике, которая имелась в советские времена, и к той практике, которая имеется в Китайской Народной Республике в наше время. Борис Леонидович, вот вы говорите о рыночных правилах и вспоминаете советский период, сравниваете, но давайте так, в Советском Союзе все-таки вложения в тариф не включались. Вот была у нас энергосистема, и тарифы зависели только от условий эксплуатации. Кто и как и для чего и пользуется электроэнергией. В постсоветское время мы научились эксплуатировать энергообъекты. И также мы научились превращать инфраструктуру в коммерческие объекты. Насколько это правильно, по вашему мнению? Ведь сама эта энергосистема, большинство из объектов, которыми мы пользуемся до сих пор, они создавались в советское время, и создавалось это все не для извлечения прибыли, а для обеспечения доступной электроэнергии и всей экономики и населения. Вот эти вот завышенные тарифы могут же оказаться серьезным тормозом для развития экономики. Главный философский вопрос – энергетика для экономики или вся экономика должна работать для того, чтобы обеспечить инвестиции и возврат инвестиций энергетических компаний.
Если говорить о севере Казахстана, условия климатические от российских не очень отличаются, поэтому вопрос вот такой общий. Что будет, если не будет подаваться тепло и электричество при температуре минус 30? Это про экономику или про выживание? Для меня необходимость определять новые и новые тарифы сродни тому, что в случае пожара я объявляю тендер среди пожарных команд, кто быстрее и дешевле приедет и с кем я могу рассчитаться по минимальному тарифу. Это вот такое у меня мнение, я ничего с ним сделать не могу. Оно совпадает, например, с мнением руководителя Республики Саха-Якутия. Он тоже не очень понимает. Это про коммерцию при минус 60 или про выживание? Прибыль в советские времена была, но ее немножечко иначе формировали. Что касается электроэнергетики, там была норма рентабельности 15% для того, чтобы обеспечивать текущие ремонты. Вся остальная прибыль формировалась там, где формировался конечный продукт. И распределялась сверху вниз. Почему энергетика развивалась опережающими темпами, тоже известно. Это ничего нового, все уже давно придумано. Для любой электростанции, для любой системы выдачи есть точка безубыточности, на которую необходим якорный потребитель. В советские времена якорным потребителем считались предприятия, которые будут брать 30% выработки. И после этого строительство электростанции стартовало. За время строительства остальные 70% разбирали все остальные. Вот, собственно говоря, и весь метод. То есть, если в Казахстане или в России, или вот эту точку безубыточности будет определять государственные предприятия, государственные заводы, фабрики, шахты и так далее, то всем остальным станет проще. Но для этого надо менять так называемые рыночные правила, которые мы не разрабатывали, мы их просто взяли в готовом виде. Я не знаю, где брал Казахстан, но в российском законодательстве это копипаст с американского. Но Соединенные Штаты и Россия немножечко в разных климатических условиях живут, немножко разная плотность населения, мы пытаемся вот эту сову натянуть на глобус. В Казахстане, если речь идет о том, что в обязанности Самрукэнерго включено получение прибыли и ничего больше, если отсутствует в уставных документах такой устойчивая идиома, как государственные интересы, будет сложно. Сложно в России, не просто так назревают риски энергодефицита по разным регионам. Сложно в Казахстане. И здесь вот кто бы ни рассказывал, что мы исключительно суверенны, что касается электроэнергетики, проблемы настолько одинаковые, что иногда просто оторопь берет. Мы 30 лет жили каждый самостоятельно, а проблемы оказались абсолютно идентичными. Старение оборудования, то, что не успели перейти на новые технологии. Китай успел под руководством Коммунистической партии Китая, а мы нет, потому что мы соблюдали все рыночные правила. Мне интересно услышать ваше мнение. Вот этот копипаст мы сами выбрали и внедрили у себя, или это нам все-таки навязали? Ведь это, пожалуйста, господам политологам не мой вопрос. Я вижу, чем руководствуются в России. Федеральный закон об электроэнергетике 2003 года выпуска. В него внесено около сотни изменений и дополнений, в том числе те дополнения, которые отменяли изменения, и изменения, которые отменяли дополнения, а потом дополняли дополнения. Разобраться вообще невозможно, на основании чего мы функционируем. Но практически каждый год мы видим рост тарифов. Тогда реформы в электроэнергетике проведены, но кто-то должен взять на себя смелость, подвести итоги, посмотреть, они дали положительный результат или отрицательный. Мы пока движемся по инерции. Тогда вопрос чисто экономический. Берем Казахстан. Вся экономика Казахстана построена на внешнем кредитовании. Получается, что кредит в развитии производства в Казахстане получить невозможно. Вот ваше мнение по этому вопросу. Насколько может развиваться экономика вот в таких условиях? Это опять же вопрос к профессиональным экономистам. Но опять проблемы во многом схожи. У нас многие отрасли в России отданы в частные руки, и результат мы видим. В России нет ни одной государственной угольной компании, там кризис есть. Там, где государственное участие имеется, если мы говорим о топливно-энергетическом комплексе, гидрогенерация, атомная генерация, угольная, газовая генерация, кризисов нет. В угольной есть.
Наверное, мы что-то делаем не так. Наверное, эффективный частный собственник, о котором нам так много разговаривают, он живет только в учебниках. А идти рисковать вложениями там, где есть риски невозврата инвестиций, ну вот не строят у нас эффективные частные собственники электростанции на Дальнем Востоке. Рискованно. Климат не очень хороший. Что делает государство? Ищет способы строить самостоятельно, за государственный счет, за счет усилий государственных компаний. А для чего же мы тогда придумали всю эту историю с реформами? Для того, чтобы убедиться, что там, где возникают проблемные места, мы ничего сделать не можем без государства. Так, может быть, надо переоценить то, что сделано? Любое решение любой технической задачи начинается с технического аудита. Давайте проведем, давайте посмотрим, чего мы добились в результате реформ. Вы у себя, мы у себя. Потом задумаемся, что, наверное, в атомной физике есть такая теория вероятности, очень важная. Действительно совпало так, что энергодефицит севера Казахстана граничит с энергоизбыточными объединенными энергосистемами Урала и Сибири. А если бы не совпало, что бы мы тогда все вместе делали? Если бы Казахстан, допустим, ограничил с объединенной энергосистемой Юга России, где в прошлом году веерные отключения приключились. Нам обоим повезло. Не только Россия поставляет электроэнергию в Казахстан, но и встречные потоки тоже идут. То есть у нас какая-то возможность есть. А что дальше, если мы не будем модернизировать, если не будем строить новые объекты генерации, если не задумаемся о сетевом хозяйстве? На закате советской власти мы пробовали технологии передач на постоянном токе высокого напряжения. Остановились на том, что из Экибастуза на Урал должна была уйти линия постоянного тока плюс-минус 800 киловольт. Не доделали, Советский Союз кончился. Так ли случайно высоковольтная линия постоянного тока в Китае имеет номинал плюс-минус 800 киловольт? Мы остановились, они нет. В результате в Китае не только больше всего строится возобновляемых источников энергии, но и проблем с переброской электроэнергии не существует. Линия постоянного тока проходит практически через всю территорию Китая без потерь. А у нас только сейчас восстанавливается работа лаборатории высокого напряжения. Слава богу, что вспомнили. В этом году уже начнут первые эксперименты проводить. Присоединяйтесь, нам обоим это надо, с учетом площадей России и Казахстана, с учетом того, что в Казахстане отдельно два, собственно говоря, даже 3 энергорайона, север, юг и запад. Вам передача электроэнергии на большие расстояния без потерь тоже требуется. Нужно ли строить линии электропередач переменного тока? Потери будут порядка 10%, от 7 до 10%. Потери на линиях высокого напряжения постоянного тока 1-2%. Может быть, развитие сетей все-таки на основе новых технологий, на основе технологий 21 века, а не 20-го. Мне кажется, что было бы здорово, если бы мы задумывались об этом вместе, потому что тогда эффект масштаба дает дополнительные плюсы. И, конечно, надо думать об итогах того, что мы назвали реформами энергосистемы. Дали они положительные результаты, или результат оказался отрицательным, что нужно поправить, что нужно отменить, на что заменить. Конечно, хотелось бы, чтобы мы раньше об этом задумались, но мы же жареного петуха дождались. На протяжении всего разговора вы проводили параллели между Казахстаном и Россией. Вот так мы плавненько... Стоп. Я проводил параллели между электросистемами России и Казахстана. Все остальное, пожалуйста, к политологам, философам, специалистам по государственному управлению. Провода... Казахстана и России. А теперь мы плавненько перешли к теме пересечения интересов. Так вот, вопрос по этой теме. Возвращаемся к советскому времени, еще с советского периода. Энергосистема Казахстана своей северной зоной, примыкающей к России, южным энергетическим кольцом объединяла южную территорию Казахстана, Кыргызстан, Узбекистан. Получается, что мы по документам мы существуем каждый в сфере своих интересов. А в железе все-таки эта единая система сохранилась.
Никуда нам от этого не деться пока. Северная сохранилась. Напомню, что в 90-м году было закончено формирование объединенной водно-энергетической системы Средней Азии с центром в городе Ташкенте. Мотив достаточно понятен. Воды избыточные в горной республике Киргизия и Таджикистан – это гидроэлектростанции с тем, чтобы могла накапливаться вода. Республики, которые имели у себя, так скажем, тепловые электростанции, должны были их обеспечивать. У вас нет электроэнергии, но вы накапливаете воду для того, чтобы пройти вегетативный период и рассчитаться по киловатт-часам. Строилось долго, потому что строить в горах гидроэлектростанции очень сложно. В 90-м году протестировали. Параллельное подключение к единой энергосистеме Советского Союза состоялось. То есть все энергосистемы всех 5 центральноазиатских республик работают в синхронном режиме. То есть обеспечить перетоки вполне возможно. После 1991 года эта объединенная водоэнергетическая система рассыпалась сама по себе. Были и политические какие-то проблемы, потом каждая из стран начала индивидуально выстраивать свою налоговую политику, тарифную политику. Были споры о том, кто должен определять эти тарифы. Доспорились до того, что сама по себе эта энергия, объединенная энергосистема прекратила существование. В 2015 году инициатива президента Узбекистана, Ташкент был выбран центром не по каким-то политическим причинам, он единственный в Центральной Азии, кто граничит со всеми 4 соседями, где находиться диспетчерскому управлению. Первыми, кто пошел на сближение энергетических систем, я не про политику, Узбекистан и Казахстан. Третьим присоединилась Киргизия, в прошлом году Таджикистан. Туркмения пока размышляет, но у нее такое количество газа, что не исключено, что она действительно все свои проблемы может решить самостоятельно, если не считать воды. Процесс не идет быстро. Для того, чтобы он хоть как-то ускорился, очевидно, необходимо энергосистему Казахстана в северную и южную связать настолько прочно, чтобы не так, как сейчас на пределе, и юг становится энергодефицитен. Понятно, что строительство атомной электростанции на Балхаше эту проблему решает. Как раз посередине геометрически появляется новый источник генерации, и вот эти перетоки с севера на юг, с юга на север будут проходить вообще безо всяких проблем. Но о том, какие будут новые линии электропередач, нужно думать уже сейчас. Это может быть выгодно не только 5 центральноазиатским республикам, Туркмения думает, но и России, потому что помимо колебаний спроса утро-вечер, день-ночь, есть еще и климатические. Максимальный спрос на юге Казахстана, разумеется, тогда, когда жарко и работают все кондиционеры. Максимальный спрос в России, вот в прилегающих к Казахстану территориях, разумеется, зимой, когда холодно, и требуется на максимум выводить все теплоэлектроцентрали. На этом тоже можно экономить. Я напомню, что у меня нет данных по Казахстану, но благодаря тому, что часовые пояса использовались как производственный фактор, в РСФСР не потребовалось строительство электростанции общей мощностью 18 гигаватт. 18 гигаватт не надо было строить, и электроэнергии хватало всем. И, разумеется, помимо того, что не потребовались такие капитальные вложения, не потребовались и оперативные. Нет электростанции, не надо сжигать ни газ, ни уголь. Может быть, вернуться к этой системе? Может быть, это действительно просто выгодно, вне зависимости от того, какой у нас изм на дворе. Социализм, капитализм, феодализм, там, все что угодно. У электроэнергетики свои законы. И это может быть выгодно. И не случайно, когда в начале десятых президент Путин предложил организовать большое азиатское энергокольцо, Казахстан откликнулся тут же. Мгновенно, потому что первое предложение было от Забайкалья и туда на восток. И тут же раздался вежливый голос из Астаны: а давайте с Экибастуза начнем. Давайте добавим еще пару часовых поясов. Но, к сожалению, инициатива была приостановлена. А жаль, мне бы очень хотелось, чтобы в рамках ШОС появилось наше большое энергокольцо. Чем больше его география, чем шире его география, тем это выгоднее каждому участнику. Но для этого надо огромный пласт работы проворачивать. Мы так старательно разъединялись, что теперь, чтобы объединиться, предстоит массу противоречий устранять.
Возвращаясь к примеру, о котором сегодня мы уже говорили, в северной зоне дефицит электроэнергии в Казахстане очень удачно совпал с профицитом электроэнергии с российской стороны. Но вот если брать южную зону, то там немножко ситуация не такая удачная сложилась, все с дефицитом. Вот поэтому, учитывая все факторы, перечисленные в сегодняшнем разговоре, и учитывая то, что все-таки нужно работать и использовать имеющиеся факторы в интересах каждого государства и работать в своих национальных интересах, но все-таки сообща. И это очень выгодно. Поэтому вопрос такой, а есть ли вот эта вот работа где-то проводится, где действительно анализируется, как выстроить энергосистему в общем энергетическом пространстве, которое досталось нам с советских времен? У нас в России есть научно-технический совет единой энергосистемы России. Там действительно работают профессионалы. Эти вопросы там поднимаются. Как выводить их на уровень нашего Министерства энергетики, нашего правительства, пока ищем алгоритмы, к сожалению. Ну и мне кажется, что вот такие видеомосты, где мы, прежде всего, будем больше друг о друге узнавать, у кого какие возможности есть, они должны происходить чаще, мы должны больше знать о своих соседях. Не для того, чтобы искать какие-то противоречия, а для того, чтобы искать взаимовыгодные пути развития. Вне зависимости от того, парламентские республики у нас там, президентские, электроэнергетика живет по своим законам, а электроэнергетика всегда была базой и для развития экономики, и для подъема уровня жизни. Давайте больше внимания уделять законам электроэнергетики. Это на самом деле приятно и полезно. Но на самом деле экономики без политики не бывает, так же, как и политики без экономики. Это взаимосвязанные вещи, и политические аспекты здесь тоже придется учитывать, потому что, понятное дело, что будут возникать вопросы, а не перекроют ли нам те потоки электроэнергии, на которые мы рассчитывали и в которые мы вкладывались. Кольцо хорошо тем, что у него углов нет. Оно должно быть выстроено так, чтобы прекратить потоки не было выгодно вообще никому. Все это уже было. Все это уже, слава богу, разработано. Надо просто поднимать архивы, как все это выглядело, почему невыгодно было России прекращать поставки электроэнергии в Узбекистан или в Азербайджан, почему Азербайджану не было выгодно делать то же самое. Но я думаю, что это наш первый разговор на эту тему, и мне кажется, его обязательно нужно продолжать. Даже при участии политологов, если есть необходимость, с удовольствием подключу тех, кого знаю. Борис Леонидович, спасибо вам огромное за ваши подробные ответы. Нашим зрителям я напоминаю, с нами на связи из Москвы сегодня был главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика. Инфо» Борис Марцинкевич. Спасибо. Спасибо за внимание. Всем всего доброго.